Один круассан и один лавандовый раф. Джонни Фёрст. Значит, 2 лавандовых рафа. Намечается вечеринка. Еле проснулся. Обычно я пью кофе один. Но сегодня дерьмовый денек, возможно, выдастся. Так что сегодня у меня есть компания. Он не такой пафосный парень, как я. И он предпочел бы остаться в тени. Но сегодня я расскажу и о нем. Лучший ковбой современности. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Карты, фишки, кубики. Практически карты, деньги, 2 ствола. И кто-то из вас подумает, мол, что это за вечеринку вы там затеваете на Диком Западе? Но все действие происходит не на Диком Западе, а сегодня, здесь и сейчас. В клубе «Калибр», где вы тоже можете пострелять из разных калибров. Винчестер 1892 года, 357 Магнум. Старый добрый Генри, 22 ЛР, 1860. Кольт Сингл Экшн Арми, 357 Магнум 1873 года. Как 2 брата-близнеца. Люди ночами делают... Да, люди ночами занимаются разными вещами. Кто-то читает, кто-то идет к холодильнику, а кто-то, среди наших подписчиков, коих 95%, играет в игры. Так вот, для тех, кто играет в игры, у меня есть кое-что. Предлагаю рубануться в Magnum Quest. В основу игры заложены 3D-приключения, а играть вы можете с игроками со всего мира. Круто проработанные модели героев, локации, потрясающая анимация навыков. Сказочный, волшебный мир – самое то для любителей фэнтезийных мотивов. Здесь вам и боссы, и драконы, и многочисленные подземелья со своими сложностями и тактиками, которые, кстати, определяет расстановка сил в бою. Давайте-ка я расскажу вам о комбинации героев, с которой вы гарантированно можете подняться до 20 уровня. Первый ряд – это Фалер и Арес. Второй ряд – Алуин и Иона и Гая. Расположив героев именно так на своей игровой доске, вы сможете увеличить АТК и ОЗ, что бы это ни значило, аж на 15%. Но и по отдельности каждый из персонажей будет давать определенные бонусы. Вот вам и тактическое преимущество. Разобравшись со всеми фракциями, поняв, кто какие бонусы дает и кто с кем хорошо играет в связке, вы без проблем сможете проносить испытания, сюжетные линии, подземелья, рейды, арены и даже битвы с боссами гильдий. Тебя ждет и правда захватывающая игра, которая прямо сейчас уже доступна на Android, а совсем скоро станет доступна и в Apple Store. А потому не затягивай, дружище, кликай по ссылке в описании и оттачивай свое мастерство уже сейчас в Magnum Quest. Один парень по кличке Джонни Фёрст бросает мне вызов и говорит: парень, я тут кое-какое задание придумал. И я не знаю, справишься ты с ним или нет. Возможно ли попасть вот в такую фишку, с небольшого даже расстояния, попасть по кубикам или прострелить карту, а может быть ее можно пострелить повдоль? Все это я сегодня хочу проверить в экспериментах крупнокалиберного переполоха. Могу ли я в принципе попадать из Винчестера с такого расстояния? Бам!
Я обожаю этот запах. Лучшая работа в мире. Две карты. Король и туз. Две мишени, два разных оружия. Винчестер против револьвера. Револьвер в руках профессионала, но новичкам всегда везет. И я буду с винчестером. Вот сюда ставлю карту. Одну и вторую. Винчестер и новичок против профессионала с револьвером. Что мощнее все-таки? Король или туз? Вот так стреляет профессионал. Револьвер и 5 попаданий. И все в десяточку. У меня даже из винчестера получилось не так уж и хорошо. Одним выстрелом я вообще отстрелил карту с вот с этой вот плашки. Одним промазал и 2 попал в самый центр. В общем, нужно приспособиться. Но хотя винчестер-то, в общем, это винтовка. У нее есть упор, и прицелиться можно лучше, чем с револьвера. Винчестер против винтовки Генри. Сейчас они сойдутся в одном испытании. Профессионал против любителя или новичка. Но новичкам везет. 2 фишки стоят вот здесь. Его красная, моя синяя. Ставьте на зеро. Два, один. Весьма высокоточное это орудие. И винтовочка, и винчестер. Посмотрите-ка сюда. Да, профессионал стреляет прямо в центр, а новичок чуть в бок. Хотя мне показалось сначала, что я отстрелил кусочек. Двигаемся дальше. Можно ли прострелить с помощью винчестера не вот так вот карту, а вот так? Вот это интересный, мне видится, эксперимент. Вскользь прошла, но не прострелила. Сделает ли это профессионал? Вот в чем вопрос. Семерка пик разрезана пополам, ровно посередине. Вот так стреляют профессионалы. Красиво. Весьма скептически я отношусь к играм, поэтому я сегодня расстреливаю вот этот вот покер. Вот сюда я поставлю фишки и хочу посмотреть, прострелятся они полностью из винчестера или нет. Во всей истории это примечательно, что мой iPhone стоит прямо здесь. Это значит, возможно, он мог пострадать, и слава богу, что он в полном порядке. А вот, кстати, фишечка с моим попаданием. Вот такое. Я даже и не думал, что фишки-то железные внутри. Я думал, они просто пластиковые. Не знаю, для чего это сделано, но они красиво разлетаются с лома, и это интересно. В общем, только одну пробил я, и мой кореш пробил вот эту вот штуку и засадил, короче, прямо в рейку. Все это дело разлетелось, но новичкам везет, как говорится. А вот, кстати, возможно,
Либо второе мое попадание, либо его первое. Да, вероятнее всего, он таки попал в свою фишку. Но это мы посмотрим на слоумо. А сейчас я хочу попробовать, возможно ли вообще куда-нибудь попасть, если в небо взмоет куча фишек. 3, 2, 1. В одну фишку среди многообразия взмывших вверх фишек мы таки попали. Вот она, внутри металл. И все остальные фишки я выставил вот в такие вот ровные шеренги. Их сейчас я и попытаюсь пробить. Тут, кстати, есть и карты, и фирменная визитка нашего Джонни Ферста. И, конечно же, здесь есть 5 кубиков. Да простит меня сидетель на диване, ведь я у него взял этот покер. Он давно в него не играл, и я боюсь, поиграть уже не удастся. Потому что все, что внутри, это, кстати, заодно показывает нам, мол, за некоторыми фишками, кстати, укрыться можно, а вот за кейсом прятаться не стоит. Ну, в общем, я думаю, сидетель на диване не собирался прятаться за кейсом. В общем, вот так вот мы его размочалили в друшлаг. Ну и с фишками, конечно же, все понятно. Они железные внутри, сверху пластиковые, некоторые из них разлетелись. Я не знаю, попали ли мы в кубик, я сейчас посмотрю, но с вами был крупнокалиберный переполох. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Раскроем все карты, и сегодня у нас в программе участвовал сам настоящий профессионал. Это первый член Международной ассоциации ковбойской стрельбы Джонни Ферст. Скажи, как давно ты этим занимаешься и чему в твоем инстаграме или в ютубе наши подписчики могут научиться? Слушай, ну, ковбойскую стрельбу, ее есть разные разновидности. Где-то я, наверное, с 2010-го так начал интересоваться. На первые соревнования поехал в 2015 году. Вот, последние 2 года, к сожалению, не ездил по понятным причинам. А в инстаграме, ну, у меня в основном, конечно, фоточки с оружием, с ковбойским и немножко стрельбы. А в ютубе у меня есть как видео с соревнований, то есть как проходятся упражнения, и просто снято, и именно с объяснением, какой принцип прохождения, как заряжать, как разряжать оружие. Есть обзоры на оружие, то, которым я владею. Наши подписчики будет ли у них возможность где-то вместе с вами встретиться или пострелять, например? Ну вот в этом замечательном тире «Калибр» есть ковбойский револьвер, из которого мы сегодня стреляли. Можно как минимум прийти пострелять из этого. Но вы не преподаете, оружия. вы не преподаете. Если кто-то очень захочет, за очень большие деньги. Есть Илья Царь Пушек, который организует наше рандеву в этой галерее. Да, встретиться с настоящим ковбоем Джонни Ферстом можно по ссылочке в описании, которую вы видите на своих экранах. Ну и добро пожаловать.